Видео заснял? Да, я спутаюсь. Я тут. На видео снимаешь? Будешь удержать? Сняли. Берегу что-то встал. Сейчас. Вот воздуха не было. Один. Он, наверное, уже не плывет, видишь, папа клашет. Вот, он сейчас кисло, потому что водится. Освоил. Да, не хочу. Ты его за хвост подергай. О, все, пришел. Ему там тяжело по берегу было. Я не Ну. Всем хорошо. Не полностью. Озеро Даян-Нуур – это драгоценный камень Западной Монголии. Это высокогорное пресноводное озеро располагается на высоте 2232 метра над уровнем моря и охватывает площадь примерно 67 квадратных километров. Его длина составляет 18 километров, а ширина 9 километров. При этом максимальная глубина достигает 4 метров, а средняя глубина 2,2 метра. Озеро окружено величественными горами и ледниками, создавая уникальную атмосферу. Вдоль берегов можно увидеть небольшие участки лиственных лесов. Даян-Нуур подразделяется на две части – северную, большую, и южную, меньшую, которые соединены узкой протокой шириной всего 100 метров. По соседству с Даян-Нуром находятся два маленьких водоема – Хар-Нуур, высота над уровнем моря 2345,9 метра, и Саксак-Нуур, находящийся на высоте 2238,5 метра над уровнем моря. Молодец. Телевизор. Вот он, ты чё? Вон она, вон она. Ну-ка, посмотри, что у меня там за блесна. А я твою оторвал больше. Как ты пошел? Зацепился за провод? Сильно толстый. Это резкий. Да? Че? Рыбалка на озере Даян-Нуур осталась в нашей памяти как особенное событие.
Мы наслаждались свежестью воздуха, красотой окружающих пейзажей и гармонией с природой. Примерно в обеденное время к протоке подъехала семья, отдыхающая поблизости у родителей. Увидев, как нам везет в ловле, они с радостью присоединились к нашему увлечению и также поймали немало хариусов. В ходе общения с ними мы узнали удивительные факты о местной культуре и традициях. Эта встреча с местной семьей внесла новый колорит в наше рыболовное приключение. Мы обменялись историей о своих уловах, а они рассказали о традициях, передаваемых из поколения в поколение. Монгольский хариус и алтайский осман – это уникальные рыбы монгольского Алтая. Монгольский Алтай – это величественная горная местность, расположенная на северо-западе Монголии, где обитают экзотические виды рыб, такие как монгольский хариус и алтайский осман. Эти уникальные создания являются эндемиками и встречаются лишь в этом живописном регионе. Монгольский хариус – хищный представитель водного царства, достигает внушительных размеров до 50 сантиметров и веса вплоть до 1,5 килограмма. Обитая в чистейших реках и озерах Алтая, он становится желанным трофеем рыболовов. Питается хариус насекомыми, мелкими ракообразными и рыбой. Алтайский осман также хищник, принадлежит к другой группе, вырастая до 60 сантиметров и весом до 3 килограммов. Он обитает в реках и озерах этого края, охотясь на мелких рыб и насекомых.
Солнце плавно склонялось к закату, и мы начали готовить ужин. Свежепойманный хариус стал основой нашего ужина. Вечерние сумерки наполнялись ароматами и смехом, создавая атмосферу дружбы на фоне великолепных пейзажей. Рыбалка на озере Даян-Нуур подарила нам незабываемые воспоминания. Вытаскиваем рыбу. Вечерний улов. На вечерний улов. Не влазит в тазик. Это поменьше. Все, 7 штук отдали монголам. 7? 7. Нифига себе, что, серьезно? Вот это рыбина, смотрите как. Это не османтус, он какой-то желтый. Такой желтый османтус. Я что-то не считаю. Кто считает? Не считает. Это я поймала. Вадик. Он тоже таких ловил мелкро. Ё, Это Вадика. Рыба. Самая. рыбина. Ну, короче, нормально. Улов. Текет аж из ведра. Черный. Машина? Нет, это чего вы? Не, надо когда днем. Лена, ты всегда хариус зачистишь, а тут Ира чистит. Пытается. Пытается, да. Он вообще, Такой большой. ну... Может, теркой его надо чистить, а? Тюрк. Ну, я дома теркой чищу. Ночью к нашему лагерю приехали местные рыбаки на УАЗике и разбили рядом свой лагерь. На следующий день мы наслаждались прекрасными видами и ловили рыбу. Одно из самых ярких зрелищ, которые можно увидеть здесь, это лебеди, обитающие на озере. Здесь можно увидеть лебедей-кликунов, которые считаются самыми крупными представителями своего вида. Их легко узнать по белоснежному оперению и характерному крику. Лебеди-кликуны на озере Даян-Нуур ведут оседлый образ жизни и остаются здесь на протяжении всего года. Они питаются растительной пищей, такой как водоросли, водные растения и мелкие беспозвоночные. Наблюдать за лебедями на озере можно в любое время года. Весной и летом они образуют пары и выводят свое потомство, а осенью и зимой собираются в большие стаи, чтобы легче пережить холода. Что-то баня готова. После обеда мы поставили и растопили походную баню и начали коптить пойманного хариуса. Мягкий дым, вырывающийся из печи, напоминал о счастливых моментах, проведенных на берегу озера. Каждый этап превращал обычную рыбалку в ритуал, создавая вокруг особую атмосферу единения с природой. Пока мы занимались обыденными делами, к нашему лагерю подошли верблюды, скорее всего на водопой. Мы смотрели на них как завороженные.
Их присутствие добавило что-то магическое в атмосферу нашего уютного лагеря. Мы оставили свои заботы позади и на мгновение стали частью этого величественного мира. Двугорбые верблюды или бактрианы являются уникальной частью экосистемы парка Алтай-Таван-Бог, где они обитают среди живописных гор и бескрайних степей. Эти величественные животные способны выживать в условиях жестких морозов благодаря своему густому меху и толстому слою подкожного жира, который защищает их от холода. В теплое время года верблюды активно пасутся, наполняя свои запасы для суровых зим. Они питаются травами и кустарниками, которые растут на обширных участках парка. Наличие бактрианов в национальном парке не только обогащает биологическое разнообразие региона, но и служит важным экономическим фактором. Хозяева верблюдов получают дотации за их разведение, что способствует устойчивому развитию сообщества и сохранению традиционного животноводства. Это также помогает поддерживать баланс между охраной природы и экономическими интересами населения. Несмотря на своеобразные условия обитания, бактрианы прекрасно адаптировались к изменениям климата и активной деятельности людей. Их присутствие в парке создает уникальную атмосферу, привлекающую туристов, желающих насладиться природными красотами Алтая и понаблюдать за этими удивительными животными в их естественной среде обитания. Скоро воздух наполнился аппетитным запахом копченой рыбы. Каждый занимался своим делом, пока Хариус медленно превращался в деликатес. Пока мы готовили Хариуса и занимались другими делами, на водопой пришли стада коз и овец.
Их приглушенные блеяния и мирное жевание травы создавали атмосферу умиротворения, будто сам поток времени замедлялся в присутствии этих животных. И козы, любознательные и проворные, с любопытством изучали окрестности, иногда задирая головы, чтобы заглянуть в наш лагерь. Овцы, в свою очередь, двигались более размеренно, держась в группе, словно верные спутники, скрепленные невидимой нитью. Неожиданно на другой стороне протоки появился табун лошадей. Густые гривы развивались на ветру, словно живые флаги, а тяжелые шаги ритмично звучали в тишине. Они были полудикими, красавцы с золотыми копытами, которые уверенно ступали по травянистым склонам, и каждый конь казался частью самой природы. Эти лошади были как символ свободы. В национальном парке Алтай-Таван-Бок можно встретить различные породы лошадей, такие как монгольская лошадь, джамбульская лошадь и казахская лошадь. Все они отличаются выносливостью, неприхотливостью и приспособленностью к суровым условиям горной местности. Лошади являются важной частью культуры и экономики Монголии. В национальном парке Алтай-Таван-Бок они играют значительную роль в жизни местного населения и активно используются для развития туризма. Пока мы наслаждались красотой природы, хариус, приготовленный на костре, уже был готов. Запах свежеприготовленной рыбы наполнил воздух, и мы не могли дождаться момента, когда насладимся этим изысканным блюдом. Также была готова баня. Под нами прям пролетели, видел, Сережа? После мытья мы пообедали и решили прогуляться по окрестностям, чтобы продолжить любоваться местными пейзажами. Солнце уже садилось за горизонт, окрашивая небо в яркие краски. В воздухе чувствовалось приближение вечера, и мы понимали, что наше приключение на озере Даян-Молу подходит к концу. В памяти остались воспоминания о чудесах местной природы и о том, как мы наслаждались неповторимой рыбалкой в этих прекрасных местах.